Ну что ж, ребята, вот я и справил Новый год в Гаграх, в Абхазии. Это был, наверное, самый лучший Новый год в моей жизни. Очень экзотично, романтично. Вот сейчас я еду в сторону Сухума. Там, в общем, живет один мой знакомый, кто смотрел прошлый трип. Знает, что я останавливался в том году в Сухуме. Меня приютил к себе один паренек. В общем, я сейчас еду к нему. Смотрите, что нашел. Заброшенный автобус. Круто. Не знаю, лазить здесь, наверное, нельзя, но я так быстренько. Прикольно. Люк можно открыть. Все пока еще спят. Опа, ребята. Рено. Автобус. Вон диск какой-то лежит. Как же я люблю такие вещи. О, смотрите, здесь даже какая-то записочка какая-то. О! Микрофон. One, two, one, two. Раз, два, раз, два. Такого я не видел, если честно. Ладно. Все побито. Твою мать. Января, на улице плюс 16 градусов. Это как будто совсем в другой реальности. Он только что проехал такой старый советский электровоз. Я просто офигел. Сейчас, наверное, только в Абхазии такие ездят. В России таких уже давно не видел. Достаю пасу, короче, здесь. Что-то, короче, объявили на станции сейчас. Что-то должно проехать. Интересно. Да, нам что-то подъехало. Похоже на пассажирский. Или электричка вообще какая-то. Но это точно не товарняк, я не вижу нифига. Снова мне не повезло с товарняком. Это оказался не товарняк, а пассажирский. Эх, очень жаль. Придется, наверное, идти на трассу. Меня в прошлый раз здесь подвозила хозяйка номера, в котором я живу, и тут меня угостил один мужичок хурмой и мандаринами. Я думаю зайти навестить его сейчас, почему бы и нет. Давайте пару мандаринчиков возьмем. Кушать хочется.
Такой хлеб у них вкусный в Абхазии. Прям тепленький еще. Вот здесь в прошлом году меня дедушка один встретил, угостил хурмой, мандаринами там. Что-то я зашел, постучался, мне никто, что-то никого нет походу. Жесть, ребята, что-то вообще никто не подбирает, короче. Что-то ни товарников нету, ни стоп не идет, вообще что-то не могу с точки сдвинуться никак, блядь, вообще жесть какая-то. Уже на полчаса стою, наверное, даже минут 40, наверное. Главное, на меня смотрит, машет, а подбирать нифига не подбирает. То есть вот так вот, короче. Странно как-то. В сторону Сухума еду вообще. Вам по пути? Такое ощущение, как будто вы меня в прошлом году уже подвозили. В общем, друзья, я на очередной станции. На очередной заброшенной станции, наверное, надо так сказать. Такие вот еще старые хопперы стоят. Сколько гуляю по Абхазии уже, до сих пор такое ощущение, как будто в какую-то альтернативную реальность попал. Такой вот стоит здесь. Очень интересно. Вон уже трава уже на нем растет. Смотрите, какой видок.
Офигеть. Просто чьи-то останки на путях лежат. Чей-то хребет. Ну там мост такой балдежный впереди. Ходили бы хотя бы электрички, просто ради интереса. По таким красивым локациям можно было бы и прокатнуться даже на электричке. Кого нету? Какая красотень! Что-то не знаю, ребята, я так подумал здесь. Мост, весь мост практически такой вот, и я думаю, наверное, будет не самая хорошая идея идти по нему, блин. Спущусь лучше вниз, к реке куда-нибудь, даже заночую здесь где-нибудь. Я не знаю, даже смысла, наверное, нету переходить. Ребята, локации, конечно, супер красивые. Супер красивые. Посмотрите только на этот мост чудесный. Еще так на него сейчас солнце так балдежно падает. Потом смотрите, какая штука здесь. Не знаю, что она вообще работает, не работает. Я вообще не знаю, можно ли сюда ходить. Может, сюда даже ходить нельзя. Ну, вроде никого нету из людей, из персонала. Круто, конечно. Обалдеть, бля. Круто. Буду сегодня ночевать здесь. В общем, нашел здесь такую полянку. Кто-то здесь уже камушки сложил. Здесь даже столик есть. Вот, наверное, здесь палаточку поставлю. Так что буду ночевать возле моста по всем канонам. Сейчас время 6 часов. Солнце уже садится. Потому что зимняя декада сейчас. Декабрь. Короткий день. И приходится рано укладываться. Но что поделать.
Жесть. Конташка здесь вообще это полный атас. Я не знаю, может и к лучшему, что я... Может и к лучшему, потому что что-то вообще стремачно здесь ездить. Он вообще остановился. Или нет? Он вообще встал. Жесть полная. Вон товарняк там встал. Там какая-то фигня с конташкой случилась, короче, там какие-то искры посыпались такие. Вот, и он остановился, короче. Что-то меня эта ситуация как-то заставила немного подзадуматься, типа, а стоит ли оно вообще это? То есть, что тут, в принципе, и так понятно, что состояние путей здесь очень плохое, как бы, и там дальше еще начнутся горные пролеты, crazy, в общем. Что-то ночка холодная была сегодня. Я спал у реки сегодня здесь вот напрасно, потому что от нее исходит ветер. Такой ночью особенно пронизывающий. Надо было мне куда-нибудь подальше углубиться от реки. Вот. По поводу поездов. Ни одного поезда не проехало с тех пор, как приключилась та ситуация с товарником вчера поздно вечером. Вот. Ни одного подвижного состава больше не проехало. И, короче... Я решил, что пойду еще на трассу и буду голосовать в сторону Сухума. Поеду к своему знакомому. Ни разу не видел, чтобы здесь кто-то помимо меня ходил пешком. Ну, на своих двоих, типа. Такое ощущение, как будто люди здесь вот только на автомобилях перемещаются. Ну, если только не считая городов там каких-то, типа. Сейчас буду пробовать стопить. Единственный вариант это отсюда уехать, это стопом. Здрасте. На сторону. Ну ладно. Тебе куда надо? Здравствуйте. Вообще в Сухум еду. Дмитрий. Как называть? Атгур. Приятно познакомиться. Так, сейчас. Вот, я подписался. Вот, посмотрите. Да. Все, я потом посмотрю. Старейшинам и советовались у них, вот как нам поступить. Вот мы в ссоре не можем, найти общее, помирите нас. И тогда вот они говорили им, вот так надо поступить. И они были настолько мудрые, что их слово никто не мог пренебрегнуть. Даже князья, даже цари не могли что-то против ихнего слова сказать. И было так, как они скажут. Мне довелось в том году как раз таки там побывать. Я в палатке там в горах жил. Это было просто очуменно. Очень сильный вес имели наши старейшины. Не такие вопросы решали, которые сейчас уже.
где можно что-нибудь по этому вопросу вообще почитать там в интернете? Там, в Википедии я так полазил, там что-то так ничего особо Есть нет. абхазская библиотека. О, В интернете, по-моему, тоже есть. ну, посмотреть. Но там почти все на древнеабхазском. Даже я с трудом могу прочитать некоторые слова. Ну да, тогда... По-моему, какие-то переводы есть. Набери, там должны быть собраны энциклопедии на русском языке. Просто абхазская библиотека вобьешь. Вот мои живут, это отцовский наш дом. Вон там наверху, видишь, два дома друг напротив друга. Ага. Это наше родовое поместье. Мы вот там оттуда все произошли. Наша вот фамилия. Обалдеть. Мы каждый старый Новый год, 13-го, там режем бычка, молимся, чтобы вся фамилия здравствовала. Отбросили меня сейчас до Сухума, тут рукой подать уже осталось. Да еду стопом прям по тому же маршруту, что и в прошлом году. Ну, плюс-минус. Вот. В прошлом году я тоже... Меня высадили здесь, вот на развилке. И там я поймал дядечку до Сухума. Да ладно, нормально. Удачи, Димон блогер. Спасибо большое. Не за что, брат. Побольше вам деньжат подзаработать. Все будет нормально. Все отлично. Да. Спасибо большое. До свидания. Вон гирлянды висят так красиво. Вон люди купаются. Да, ребята, как же балдежно здесь вообще. Такая атмосфера офигенная. Такой цвет приятный. Уху. Круто. Кайф. Ула-ла. Солнце, природа, это все так заряжает, если честно. Здесь такой запах вот, такой приятно сладковатый такой, от растительности здешней. Прям кайфую, иду, не могу насладиться этим запахом.
Сижу под пальмой, как обезьянка, ем банан. Снова заброшка какая-то. У меня в новом Афоне, друзья. Мне до Сухума осталось буквально 20 минут езды на автомобиле. А, так это ж вокзал. Вон оно что. Все дороги, короче, ведут на вокзал у меня. Куда бы я в Абхазию не пошел, везде прихожу к железной дороге. Новый Афон, блин. Какая же у них офигенная, архаичная железная дорога. И как же жаль, что не работает она. Не знаю, я просто тащусь. Да, руины, да, старые станции уже разваливаются. Но, блин, посмотрите, каждая станция — это произведение искусства. То есть она самобытна сама по себе. Блин, ну просто поглядите. Это просто офигеть. Это так круто. Невероятно крутые места. Слушайте, просто произведение искусства. Это станция, вокзал. Обалденные мандарины. Что, автостопом едешь? Да, путешествую по Абхазии. Пообщался много. Не советую ночевать в палатках туристам, всем прочим. Что это? Ну, то, что и местных очень много, молодежь. Ну, не то, что молодежь, а такое 30 до 35 лет такое поколение. Криминал? Ну да, это хулиганство, не криминал, а хулиганство. Да, вот когда просто отдыхающий там это еще, а вот ночью там залезть в палатку, там ракетнуть, там отобрать все. Ну, надо места поэтому подбирать такие, чтобы тебя никто не видел, там, куда там залез. Там. Ну, согласен, да. Ну, у нас как вот там некоторые были случаи, когда там с семьей на велосипедах едут, там все останавливаются, их просто там отбирают, пинают. А он получается, что на пляже еще где-нибудь в палатке вообще беззащитный. Если ты у кого-то снимаешь номер, ты уже как Ну да. в комнате. Знаете, я вот достаточно довольно, много уже путешествую своим ходом с рюкзаком. У меня как-то, как-то совсем язык нахожу, даже с плохими ребятами, так сказать. Ну, согласен, да, здесь поговорить-то всегда можно. Такими маленькими шажками, ребята, добираюсь до Сухума, что-то вообще никак
Не получается мне доехать, не знаю, может сейчас здесь кто-нибудь остановится. Местечко такое. Маленькими шажками я, короче, еду. Вот, сейчас к мужичку подошел в магазине, там просто сам попросился, вообще никто не останавливает. Такая вот красота. Уже весь день еду. Удачи тебе, давай. Спасибо. Ну, если не найдешь, не знаю, вот тут ночь, там, где пожить, поспать, все есть, короче. Когда обратно обратно? Не знаю. На следующей неделе уже собирался. Что-то долго автобуса нету. Уже пешком, блин, быстрее бы дошел. До вокзала надо, а вам куда? Вокзал? Блин. Я уже пешком быстрее дошел. Мгм. Прикиньте, проезд стоит 5 рублей. Короче. Эта сторона 200 с чем-то уже будет со стороны кинотеатра. Ну, я так ориентировочно выйду, в общем. Я помню, там магазин какой-то рядом. Приветствую. Ты узнал меня? Конечно, привет. Привет, дружище. Ты какими судьбами? Да мимо проходил, знаешь ли. Серьезно? Да? Молодец, хорошо, что зашел. Да, я так скучал по тебе, если честно. А Вот. где был? Сейчас? Да. Сейчас По горам в Гагре был. Как я был? Долго? На пару дней там. Ясно. Как у тебя дела? Да нормально. А у тебя Нормально. как? Как идет потихонечку все? Да, нормально все. Что-то это я тебе крикнул, ты меня не услышал или это посторонним Я не думал, открываешь? это уличная собака, которая это самая, она вот здесь живет уже больше месяца, на всех кидается, она к нашим воротам бьется постоянно, а я голоса ни человеческого не слышал, думал опять она